Всем привет! Вы на канале Вуаля Ас и с вами я, Ирада. Сегодня поделюсь секретом, как я готовлю нежнейшие тарталетки для заполнения их разными начинками. В качестве начинок прекрасно подойдут как салаты, так и фруктово-ягодные десерты с различными кремами. Ссылку на рецепт одного из кремов я оставлю под видео. Также вы можете перейти на видеорецепт крема шантильи, которым я успела поделиться на своем канале совсем недавно, нажав на подсказку в верхнем углу экрана. Мне понадобится мука, масло, подойдет как сливочное масло, так и маргарин, яйца, сахар, ванильный сахар, молоко и щепотка соли. Перечень и количество всех ингредиентов оставлю под видео. Итак, для удобства под посуду, в которой буду готовить тесто, постелю силиконовый коврик. Вместо коврика можно также использовать влажную салфетку или полотенце. Перетираю масло с мукой. Желательно все сыпучие ингредиенты, соль, сахар и ванильный сахар, предварительно перемешать с мукой. Сегодня я чуть не забыла об этом и добавила их чуть позже. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Так как тесто не капризное, ничего страшного не случилось. Но еще раз повторюсь, лучше сделать это в самом начале. Разбиваю яйца в отдельную миску и, добавив пару ложечек молока, чуть-чуть взбиваю вилкой. Вместо молока можно добавить воду. В середине сыпучей массы делаю углубление и туда выливаю взбитые яйца. Тесто сначала замешиваю в посуде, затем для удобства на столе. При этом чуть-чуть подпыляю поверхность стола мукой. Тесто долго месить не надо. Как только увидите более-менее однородную массу, все, тесто готово. Разделяю тесто на две части, скатываю их в шарики, одну часть убираю в кастрюлю и закрываю крышкой, чтобы не заветрилось. Можно также укрыть тесто полотенцем. Раскатав один из шариков слоем толщиной примерно в 2,5 мм, нарезаю кружочки. Нарезанные кружочки выкладываю в формочки и чуть-чуть придавливаю, чтобы тарталетки вышли рельефными. Тут важно, чтобы диаметр предмета, которым нарезаются кружочки, будь это стакан или специальный кухонный гаджет, совпадал с диаметром формочек, где будут печься тарталетки. Все то же самое повторяю со второй частью теста. Друзья, я уже говорила о том, что в качестве начинок корзиночкам прекрасно подойдут как салаты, так и фруктово-ягодные десерты. В этой связи хочу отметить, что на моем канале вы можете просмотреть видеорецепты разных салатов.
На каждый день, для застолья, бюджетные, торжественные, на скорую руку и так далее. Как говорится, на все вкусы и запросы. Также в рубрике «Застолье» вы можете найти разные видеорецепты для роскошного праздничного стола, начиная от закусок, солений, горячих блюд и до десертов. Как говорится, от А до Я. Ссылку на плейлисты рубрик «Салаты и застолья» оставлю внизу под видео, а также в подсказке в верхнем углу экрана. Из указанного количества продуктов у меня получились 34 песочные корзиночки диаметром 8 сантиметров. У меня всего 24 формочки, так что тарталетки пришлось отправлять в духовку поэтапно. И поэтому одну часть тарталеток я отправила в духовку, а за это время остальные нарезанные кружочки укрыла полотенцем, чтобы они не заветрились. Так, идем дальше. Предварительно нагреваю духовку до 200 градусов. Затем уменьшаю температуру до 180. Пеку корзиночки в режиме вверх-вниз без конвекции примерно 15 минут. Даю корзиночкам чуть-чуть остыть, после чего они легко вынимаются из формы. Раскладываю по формочкам остальные кружочки и выпекаю их. Вуаля! Нежнейшие песочные корзиночки готовы. После полного остывания убираю тарталетки в стеклянный контейнер, где они будут дожидаться своего часа. Попробуйте приготовить корзиночки своими руками, ведь ничто не заменит домашнюю кухню. В тарталетках очень удобно подавать разные фруктовые десерты и не только. В них также можно подавать различные салаты или закуски. Тарталетки с начинками придают сервировке особый шик. Кроме того, они очень удобны, особенно если стол фуршетный. Всем приятного аппетита и приятного застолья! Если видео оказалось полезным для вас, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока и до новых встреч!